Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз, старинный цыганский пасьянс, что скоро произойдет, что скоро случится, события на пороге, март 2026. Подумать только. Однако у нас весна на пороге, мои дорогие скорпионы. Давайте с вами узнаем. И у нас в одном прогнозе сразу два: карты старинного цыганского пасьянса и карты Таро. Давайте рассмотрим вот значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Будем добрее к самим себе и к собственной душе. И именно карты пасьянса нам расскажут, на пороге каких событий вы стоите, буквально показывают нам эти события, что может произойти. Или что эти самые события, или с ними идет в вашу жизнь. Это как что-то может быть ключевое, важное на начало месяца марта. И, может быть, это придется принять во внимание, потому что от этого будет зависеть какая-то более далекая траектория. Иногда мы чего-то не видим или мы не замечаем, да, не придаем чему-то значению, а на самом деле пусть это даже какая-то новость, информация или возврат. Кстати, в этот период у нас могут быть возвраты бывших, может быть и возвраты как какой-то ситуации, возврат документов на доработку или каких-то наших ошибок. Одним словом, вот этот элемент очень часто означает как перезагрузку или начало чего-то нового. Так вот, чего нельзя пропустить? Давайте будем рассматривать на картах пасьянса и что же как событие скоро случится, скоро произойдет в вашей жизни. С чего, по сути, начинается март месяц и какое значение это имеет для вас. Я вас хочу пригласить на свой сайт. Ссылку оставлю в описании под видео. Последняя неделя февраля я рекомендую посмотреть, потому что где-то эти энергии будут продолжены и на март. Это у нас коридор затмений, он по 3 марта длится, и он как раз во многом формирует, что же будет происходить дальше в месяце марте. Прочитайте, поэтому так проанализируйте, даже глядя иногда полезно прошедший какой-то период проанализировать и больше понимать, как вам правильно с чем-то, взаимодействовать с кем-то, может быть, да, или какое решение принять. Вот интересно, не вижу совпадений, много карт достала. Когда такое происходит, чаще всего спокойное течение жизни. Меньше триггеров уже хорошо, правда? Ну, давайте разложим. Ссора какая-то, ну, предупрежден, вооружен. И они утверждают, что это ведь может быть как сама по себе кто-то вам, да, как словно бросает перчатку словесной дуэли. Не поднимайте. Здесь могут быть люди, которые с вами попросту не согласны. Ну, не согласен, ну и ладно. Предупрежден, что называется, вооружен. А может быть, это уже какая-то прежняя история, которая или человек нам любит судьба преподносить такого рода сюрпризы, когда мы с кем-то, допустим, не нашли взаимопонимания. И, может быть, это ключевой вопрос. И вот так наша устроена судьба, жизнь человеческая, что через какое-то время, ну, обязательно нам приходится с этим человеком встретиться и как будто проконтактировать или исправить какие-то недочеты. Точно. У вас бокал, и при бокале переживания. Вы можете переживать по поводу важной встречи, разговора. Э, Может быть, действительно, то, что стоит на повестке беседы, оно несколько вам сложновато, или вам не хочется к этому возвращаться. Но я больше вижу, что у вас в этом есть определенная какая-то возможность. Вам тут придется с чем-то разобраться. Должна сказать, что в марте, по крайней мере, на пороге марта мы, если говорим, могут как накрывать какие-то эмоции, да. Поэтому, видимо, ну, держать осанку на любых поворотах нам приходится. В целом, ведь спокойное течение жизни, правда. Давайте дополним картами Таро, не очень мне понятно. Знаете, тут может быть даже как вот мало значений, да, но они именно о каких-то переживаниях или бывших недоговоренностях, несогласованностях или о каком-то сюрпризе, который тянется из прошлого.
Вот поэтому и хочется узнать, а что же дальше, что по судьбе в марте? Просто очень много мыслей у вас может, мои дорогие скорпионы, крутиться возле одной темы. Вот так и хочется сказать. Поэтому нам и пасьянс говорит, у тебя-то все спокойно, но ты себе какие-то триггеры как будто создаешь искусственно. Так что же по судьбе? Что нового именно идет в вашу жизнь, идет на ваш порог, как в событиях будущего? И что же из прошлого, давайте с вами узнаем. Возможно, вы в чем-то поставили точку, а нет. Тут оказалась запятая. Так вот, к чему же это все идет? И что прояснится? Возможно, вы от чего-то откажетесь сами, или это уже будет какой-то финальный аккорд вами сыгран. Ну, давайте, что же нового идет в вашу жизнь? Фортуна идет. То есть вот представляете, насколько полярно. Мы тут можем себе додумать 100 бочек арестантов, ей-богу. А по факту у вас фортуна. А фортуна нам говорит: "Так, смотри внимательно, Скорпион, не замечтайся. У тебя сейчас время, когда даже какой-то кризис или какой-то возврат, или какая-то ситуация, в которой ты находишься". Вот первая карта Таро, она четко говорит, что ты сейчас находишься как во власти времени, во власти судьбы. Потому что все события не случайны. Кого ты встретил, какие разговоры у тебя состоялись, тоже не случайно. Баланс, да, не случайно где-то нам вот этот меч говорит, придется держать марку, да, или как осанку на любых поворотах. Вот вам как эта девушка. И неважно, кто меня смотрит, девочки мои дорогие, любимые или мужчины. Вот представьте, что это вы, стоя на цыпочках, на одной ноге, на вращающемся колесе, как эта девочка, волшебный танец. И она довольна, она счастлива, у нее получается. Колесо вращается, а под этим колесом еще 3, но каждая в разные стороны. То есть какая-то ситуация может напоминать кризис или хаос, а вы-то танцуете, мои дорогие. Тут действительно какая-то возможность, которая приходит через какую-то нелепость или через какое-то событие, или через хорошо известную историю, может быть, с конкретным человеком. Ваша, по сути дела, карта. У кого-то это может касаться, правда, бывших или какой-то прежней истории. Или пусть это и не дело не с бывшими, а когда вы хотите решить вопросы дома, вопросы семьи, вопросы пары, может быть, и вопросы, связанные с вашими детьми, и одновременно вопросы финансов. Умеренность, смотрите, из 4 арканов 3 аркана старшие. Это всегда говорит о том, что внешние события, во-первых, ты что-то не можешь ускорить, и аркан Луна подсказывает: слушай свою интуицию. Но точно это не время для конфронтации. У нас двойной или тройной, наверное, баланс, потому что мы только об этом говорили. Да, вот это равновесие или дипломатия. И аркан умеренности – это тоже об этом же. Но есть в аркане умеренности не случайные случайности. Вот такое значение. И и те из вас, кто давно смотрит мои расклады, явно слышали эту историю, которую я сейчас напомню, потому что есть и новые подписчики на моем канале, и зрители, которые смотрят недавно. Так вот, по аркану умеренности, пусть не эта колода, но другая, которая построена целиком и полностью на символах, так, по сути дела, аркан умеренности приходит к нам из далекого прошлого. Много веков тому назад король Франции Хлодвиг династии мировингов воюет с готами. И вышло так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. И он не знал, как ему поступить. Но, наверное, он был король. Вот вам надо быть как королями, царствовать буквально. И понимать, что царствие это не только как по аркану император, есть два мнения мое и неправильное, а когда есть какая-то ситуация, из которой нужно найти выход. Вот, кстати, у Скорпиона всегда получается. Главное себя вот нацелить на это дело. Правда? Вы единственный знак, который, молча засучив рукава, можете приступить к какому-то делу. У вас именно азарт по максимуму, такой хороший, добрый азарт. Я не про азартные игры, я надеюсь, меня понимают. Но он у вас тогда и просыпается, когда знаете, вот если есть, бытует такая фраза: "Не тряси красной тряпкой перед быком". Так вот, не показывай какую-то преграду или барьер перед скорпионом. Он обязательно найдет способ его обойти. Вот какие-то самые ваши лучшие качества души раскрываются именно в подобный момент. Но я продолжаю. Так вот, король был настоящий, этот Хлодвиг, он прогуливался, внимание, спокойно.
Вот именно о спокойствии. Холодная голова, мои дорогие, в первую очередь по этому аркану. Вот с холодной головой Хлодвиг гулял по берегу, а если бы он нервничал или рвал на голове волосы, да, ой, что мне делать? Ничего бы он не увидел. А он увидел, что болотный ирис– это маленькие желтые цветы. Они растут вдоль берега и уходят вглубь реки. И Хлодвиг знал, что эти цветочки миленькие растут только на мелководье. Сумасшедшая идея пришла в голову, а не переправиться ли вброд мне вместе с войском. И кто-то сказал бы: "Ты что, с ума сошел? Куда, с каким войском, с конями там и так далее?" А он ведь так и сделал. И пока готы спали, он переправился вброд. Он сохранил себя, он сохранил свое войско. Он в последующем, да, мы на сегодняшний день, вот это маленький болотный ирис или лилия, мы на сегодняшний день, знаем как флёр-де-лис или геральдическая лилия, которая присутствует во многих религиях мира. Поэтому вот что иногда по этому аркану говорят, некоторые: "Это переливание из пустого в порожнее", и упускают самую главную квинтэссенцию. Это какой-то момент, который пора. Это как метод, когда вы прежде так не поступали. Вот будьте внимательны, мои дорогие. Хочется еще одну заключительную карту. Правда, вот выбор какой этого Хлодвига? Ну, так у вас и для этого достаточно и интеллекта, и возможностей, и цепкого внимания. Дело только, наверное, за холодной головой, я думаю так. А что же там из прошлого? А какая-то история. Смотрите, у вас на кону солнце. Это что-то, что вам очень хорошо знакомо. Это то, к чему вы приступили раньше. Это то, чего вы хотели. У нас удивительное время, у нас сейчас как петля реальности. Тоже, правда, прочитайте мою статью, чтобы мне подробно не останавливаться. Но мы находимся словно между двух зазеркалий. И здесь соединяются наши мечты в прошлом. У кого-то мечты в детстве. Не подумайте, что я шучу, я вполне серьезно. И вот это зазеркалье будущего. У нас, как знаете, преломляется время вот именно в этот период, и это будет где-то продолжено буквально до конца апреля. Поэтому вы можете вписаться словно в какую-то реальность, и то, что вчера было невозможным, сегодня вполне, как будто очевидно, стоит буквально у причала каждого дня, который вы проживаете теперь. И если бы вы прежде сказали: "Нет, этого не может быть", а вот здесь вы можете даже подумать, что именно теперь я могу осуществить какую-то мечту или быть как минимум на шаг ближе. Это то, что вам хорошо знакомо, но карта Солнца– это карта выбора правильного направления. Хорошо, пусть это нам выпадает, что же из прошлого. Вот вы именно в чем-то поставили точку, потому что когда-то не было возможностей. А вот сейчас к чему это все идет? Вот давайте мы узнаем поподробнее, к чему это все идет. Ха, а вот к тому и идёт, что тут, как знаете, ну, никак нельзя отказаться от своей мечты. Или тут появляется какая-то вообще непреодолимое и желание, и возможность, именно потому что сначала возможность приходит, а потом как воспоминание или понимание: "Я всегда об этом мечтал". Аркан Колесницы– карта успеха. Вы посмотрите, какие у вас мощные старшие арканы. Вот этих два аркана– это, по сути дела, карта вас самих. Ну, даже если меня девочки смотрят, это вы сейчас тоже более таких рациональных энергиях, когда есть эмоции, а есть финансы. Вот основные две темы, два направления. Эмоциональный фон, чувства и деньги. Все, нет других. И вот от этого складывается, посмотрите, 5 старших арканов. Карта успеха. Но нам говорят: "Не оглядывайся назад". Вот у вас сейчас можно что-то построить, как, знаете, качественно иной уровень жизни. Может быть, для кого-то из вас потребуется куда-то даже поехать. Для кого-то из вас это будет вообще работа, ну, какая-то другая, если вы ищете работу. Или если вы хотите, к примеру, или мечтали, о дополнительном доходе или, может быть, иметь возможность, да, работать удаленно и путешествовать. Вот иногда вот эти 2 аркана какую-то мощную перезагрузку в нашей жизни дают. Точно, и есть все таки тут то, что вы завершаете именно потому, что у вас сейчас, как по судьбе, ну, как новое качество жизни идет в вашу жизнь, стоит у вас на пороге. Но это от вас требует
Вот этого, может быть, даже сложноватого выбора, потому что тут есть то, от чего вам нужно отказаться. Отказаться, когда мы всем удобны. Или, ну, если не всем удобны, то есть все-таки в вашей жизни какая-то ситуация, когда вы на это согласились, может быть, вы кому-то помогали. И, может быть, вот именно вы говорите самому себе, что вот я как действовал раньше, я так не могу. Мало что не хочу, так но я потеряю время, я потеряю собственные ресурсы. Вы где-то можете предвкушать, что вам, вот нам тут говорили, что, да, как гости. Может быть, это и к вам гости, может быть, это вы куда-то, может быть, это просто как место встречи с важной персоной или с человеком, который вы готовитесь к какому-то диалогу. И тут нужно не бояться, просто спокойно, беспристрастно, без эмоций сказать, что вы что-то завершаете, что у вас сейчас момент перехода и совершенно другой жизненный этап. Ну, не совсем тут как бы просто может быть, потому что, с одной стороны, это есть воодушевление. С другой, все карты нам говорят о том, что у вас достаточно физических сил, бодрости, активности, даже что-то преодолевать. Но по аркану колесницы, смотрите, думать, постоянно анализировать что-то вам придется. Обратите внимание, ведь возничий управляет этой колесницей силой мысли, ваш интеллект. Поэтому анализ какой-то, холодная голова и где-то быть готовым к разного рода неожиданностям, потому что по аркану колесницы неожиданности тоже могут быть. Но здесь это может быть как возврат чего-то, да, хорошо знакомого, но в какой-то иной совершенной конфигурации, когда мы именно полезное что-то берем из прошлого и делаем вот этот мощный рывок вперед, как будто прежде вы чего-то не могли или раньше не получалось, не было возможности, а теперь пора. Что прояснится? Может быть, и что-то и уйдет. По пажу жезлов– это новость сама по себе, поэтому прояснение приносит новость. Для кого-то из вас это может быть связано с вашими детьми или с каким-то конкретным предложением, или вот как внутренний инсайт по вопросу, опять же, жезлы, дела, работа, бизнес или какое-то продвижение. Давайте поподробнее. Так что же там прояснится и что ждет вас в будущем? Выбор нам снова говорят. У кого-то и вопросы любви, хотя это карта выбора, но у кого-то может стоять выбор между личной жизнью, может быть так. Или может быть и личная жизнь, и ваш бизнес, или ваше творчество, или ваша работа. Может быть вот именно какие-то нестыковки, может быть такое, потому что ведь короля чаш что отличает? Что он умеет правильно распределять энергию. Он не добавляет эмоций в дела, денежные, материальные, финансовые. У него там только холодная голова. Иначе будет путаница. Но и с другой стороны, в отношения. Король кубков– единственная персона в колоде, которая говорит о том, что он умеет принимать любовь и дарить любовь, и делать это все бескорыстно от всей души. Но, тем не менее, вот когда вопросы касаются любви и чувств, не добавляйте туда сухого прагматизма. Тоже будет создаваться какая-то путаница. Тут явно какой-то двойной, тройной, я бы даже сказала, у вас выбор. Мои дорогие скорпионы присутствуют. Так к чему это все идет? Деньги, однако, нам выпадают. Поэтому я могу сказать так. Девятка чаш иногда это, я называю ее картой эгоиста. Потому что в классических колодах Таро, хочу подвинуть поближе, в классических колодах Таро это как человек, который такой ресурсный нам показан, в дорогих одеждах, да, но вот фон-то у него, хоть и убранство дорогое, где вот он находится, но фон за его спиной, как правило, очень такой темноватый. Как будто, ну, я один, и у меня сейчас все хорошо. И меня вполне это устраивает, мне никто не нужен. Я допускаю, что кто-то из вас все-таки расклад общий, мы все разные. Больше как раз ударится в какие-то проекты или работу, может быть, кто-то фриланс, какой-то новый интернет-проект или в какой-то... Потому что иногда вот по аркану колесница пространство, эфир, интернет тоже проходит. У кого-то это вот, ну, какая-то, может быть, часть вашей работы, вашей жизни, которая тоже с этим связана. Она дает и преимущество, как
путешествуя, например, да, видя мир, работать. Но, может быть, к этому требуется масса каких-то согласований. Вот поэтому эмоций-то вот сейчас как будто не место. А у нас наш пасьянс начался именно с них. Здесь у вас правильная какая-то конфигурация, я больше вижу. Хоть, может быть, и вот карта влюбленная именно о любви, но, может быть, кто-то из вас в паре будет задумываться о совместном проекте. Бизнес-проект, семейный бизнес. Или когда вы вместе в паре даже надумаете путешествовать, и тогда ваш любимый человек будет разделять ваши мечты, которые были очень, может быть, давнишними, может быть, даже буквально с юности, с детства. Ну и есть здесь и по части финансов какой-то выбор. Это факт. Видимо, есть какой-то сложный вопрос, может быть, для кого-то из вас, который необходимо решить. И я тут вижу, что у вас это получается. Но, тем не менее, выбор-то он присутствует. Давайте достанем карту «Совет». Здесь нам говорят о том, что да, вы могли столкнуться, к примеру, по рыцарю мечей у нас проходят неожиданные проверяющие. По рыцарю мечей у нас проходят иногда те персонажи, которые я говорю, бунтарь без причины. То есть нам пытаются что-то доказать, или в отношении нас как-то несправедливо, может быть, я допускаю, сложили свое мнение, какое-то превратное, может быть, мнение. Но по этой карте ведь тут, знаете, мы сами ищем правду, истину, и мы ее находим. Где-то вот вам придется быть вот этим Хлодвигом, это точно. Поэтому, наверное, не зря я повторила, что же проходит по аркану умеренности. Это карта совет. Приготовьтесь к тому, что вам придется куда-то быстро собраться, поехать, может быть, в какую-то инстанцию. Может быть, для кого-то узнать юридически, как в отношении вас работает закон мечи. Всегда интеллект. И у вас дважды тут интеллект, силы мысли, да, мы говорили с вами по аркану колесница. Поэтому не отложить что-то на потом. По сути дела, все это присутствует в аркане колеса фортуны. Здесь вот тоже отложил на завтра скорпион, а завтра, как бы, знаете, аура, энергии вокруг вас уже поменялись. Поэтому будьте готовы как к неожиданностям, так и вот именно через эти неожиданности к вам приходят возможности. И я тут вижу не одна, а три. Три, по сути дела, так. И может быть, вам придется менять методы, менять договоренности, менять соглашения. А может быть, хитрить, мои дорогие. Может быть, буквально выйти сухим из воды. И у вас получится. Вы найдете ту колею, хочется сказать, или тот, может быть, даже узкий фарватер, где придется пройти бочком. Но у вас это тоже получится. В конечном итоге, я тут вижу, вы явно чем-то останетесь довольны. По крайней мере, деньгами. Как-то вы сумеете. У каждого из нас разный уровень сложности вопросов. Но себя за что-то похвалить, и я бы сказала, в марте, мои дорогие скорпионы, у вас будет повод собою гордиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые, это правда, скорпионы. Необычный расклад, правда. Но, видимо, так чаще оно и бывает у скорпионов всегда. Что-то такое закрученное. И когда делаю расклады, думаю, боже мой, вот это что такое вообще? Поэтому я дважды, трижды благодарна, всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. Не всегда, к сожалению, отвечаю, не хватает времени, но поверьте, читаю, так это факт. И я вам искренне желаю все свои задумки реализовать. Все то, что вы себе где-то там, может быть, в далеких планах когда-то мечтали, чтобы вам пространство Вселенная именно вернуло как какую-то возможность. И оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.